Ядерные испытания, которые были запрещены в прошлом веке по инициативе Горбачева и Рейгана, могут возобновиться. Сначала об этом заявил Трамп, а затем прошло заседание Совбеза Российской Федерации под председательством Путина. Министр обороны России Белоусов доложил президенту о том, что и наша страна готова к испытательным взрывам. Естественно, что никто из политиков двух стран не выдал военные тайны, где и когда это будет сделано. О том, как могут происходить ядерные испытания в наше время и какой экологический ущерб они теоретически несут, рассказал главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров. На самом деле, верят ли в то, что ядерные испытания могут возобновиться, или это все политические игры? Трамп человек, который много говорит, но, к счастью, мало делает. Товарищ Трамп выступает так, что потом за ним бегает куча товарищей поменьше и занимается тем, чтобы слова не стали делами. Если говорить о ядерных испытаниях, то они никогда и не прекращались, но не сопровождались в последние десятилетия реальными взрывами. Проверка работоспособности компонентов ядерного оружия идет повседневно и у них, и у нас. Только до ядерной реакции дело не доводит. Если мы начнем испытывать, то где? Семипалатинска у нас больше нет, остается только Новая Земля. Все наше старое оружие там уже проверено в прошлом веке. Количество мегатонн при взрыве определили еще тогда, атомные бомбы с тех пор принципиально не изменились. Поэтому натуральные испытания не так уж и нужны, их заменяют результаты численного моделирования, которое выполняется не на полигонах, а в кабинетах. И здесь возникает очень интересная коллизия. Еще при Обаме был в Штатах такой министр энергетики, который имел примерно такую же связь с Пентагоном, как у нас существует между Росатомом и Минобороны. И вот он сказал, что компьютерное моделирование дает даже более достоверные данные, чем реальный взрыв. Правда, этот деятель добавил, что на уровне игры компьютерных моделей у Штатов есть преимущество перед Россией и Китаем. В этом контексте для нас реальное ядерное испытание может оказаться более полезным, чем для Пентагона. Что будет с экологией? На Новой Земле не проводятся взрывы на поверхности. Это французы в свое время взрывали свои атомные бомбы в африканских колониях, не заботясь о последствиях. У нас, если дело дойдет до натуральных испытаний, они будут в подземном варианте. Естественно, экологический ущерб при таких испытаниях минимальный. Конечно, определенный выход радиоактивных веществ в атмосферу будет, но это произойдет над полигоном, где люди не живут. На какой глубине это делается? На самом деле на очень большой. Для того, чтобы изучить, как действует реакция на броню танка, вовсе не нужно сбрасывать на него бомбу самолета. Все это можно сделать в очень глубоких шахтах, но я не вижу смысла в натурных испытаниях даже под землей. И ядерщики из США тоже не видят в этом смысла. Поэтому в наибольшей степени это политическая риторика. Трамп сказал, что может нас напугать. Мы услышали и ответили, что тоже можем напугать. А на самом деле я уверен, что этого никто не собирается делать. А новые ядерные державы, КНДР, Пакистан, тоже не собираются. Они тоже уже все, что хотели, давным-давно испытали. Еще одна, друзья, интересная новость. Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет. Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Компания Grain Gates осуществила первую экспортную поставку партии российской пшеницы в Республику Армения по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджанской республики. В рамках первой поставки экспортировано 1050 тонн пшеницы третьего класса, перевезенных 15 вагонами зерновозами железнодорожного оператора «Русагротранс», сообщила компания. Это первый за более чем 30 лет железнодорожный состав, который прибыл из России в Армению через Азербайджан и Грузию. Все эти десятилетия России приходилось возить зерно и другие товары автомобилем транспортным или морем через грузинские порты. Железнодорожное сообщение требовало разрешения грузинской и азербайджанской сторон. Возобновить железнодорожные поставки получилось после решения Азербайджана снять ограничения на движение грузов в Армению. Такие договоренности были достигнуты в октябре этого года при участии правительств России, Азербайджана и Армении. Это открыло возможность прямых поставок российской продукции АПК
в Армению по железной дороге впервые с начала 1990-х годов, рассказали в Минсельхозе. Армения сейчас импортирует порядка 450-500 тысяч тонн зерна в год. Пшеницы, ячменя и кукурузы. Почти весь объем поступает из России. Развитие нового маршрута позволит снизить транспортные издержки, повысить устойчивость поставок и увеличить объемы экспорта в страны Южного Кавказа, отмечают в Минсельхозе. Раньше основной поток зерна везли автотранспортом через пропускной пункт Верхний Ларс по военной грузинской дороге, а часть шла морем в грузинские порты с последующей автодоставкой в Армению. Эти схемы были дорогими и нестабильными из-за погодных рисков, сезонных очередей на границе и частых остановок движения на Ларсе, в том числе из-за камнепада и дополнительных таможенных проверок. Это выбивало сроки и повышало стоимость тонны на последние мили, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Отправка грузов поездом на 30-40 снижает транспортные издержки поставляемых в Армению грузов, говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова. Россия начала с провозки первых партий пшеницы в 15 зерновозах, но Минтранс Российской Федерации говорит о планах перевести зерно еще 132 вагонами до конца января 2026 года. Кроме того, в планах проработать другие категории грузов. Это означает переход от разовых рейсов к графиковой работе и сокращение доли дорогой автологистики. Это должно дать двузначную экономию в издержках против прежней схемы море плюс авто и авто через Ларс. Прежде всего за счет снятия очередей и уменьшения числа перегрузок, считает Чернов. Помимо зерна, Россия сможет таким образом поставлять и другие продовольственные товары, что увеличит товарооборот между странами как в этом, так и в следующем году, отмечает Новикова. Это могут быть мука и масличные минеральные удобрения, и аммиачная селитра в хопперах, подсолнечное масло в цистернах, сахар, стройматериалы и металлопрокат, лесоматериалы, а также контейнерные отправки с FMCG и техникой. Это стандартный номенклатурный набор для магистральной железнодорожной логистики на Южном Кавказе, говорит Чернов. Развитие торговой логистики с Арменией важно еще с точки зрения того, что Армения является рынком, посредством которого осуществляется параллельный импорт, что влияет на рост товарооборота между странами, замечает Новикова. После 2022 года резко вырос товарооборот с Арменией за счет релокации бизнеса и людей, расчетов в рублях и реэкспорта технологичных товаров в рамках параллельного импорта, что подтолкнуло двусторонний товарооборот до рекордных 11, почти 12 миллиардов долларов в 2024 году. Однако в 2025 году тренд сменился на коррекцию из-за сжатия потоков драгметаллов и диаманта, а также ужесточения контроля. Поэтому статистика за первые месяцы года фиксировала резкое снижение импорта Армении из России и замедлением экспорта в Российской Федерации. На этом фоне новый железнодорожный канал – это скорее стабилизатор и точечный драйвер в грузообороте, рассуждает Чернов. Эксперты отмечают потенциал для роста взаимной торговли между странами, который имеется не только в зерновом экспорте. Зона дальнейшего роста взаимной торговли может включать в себя продовольствие и ингредиенты для пищевой промышленности, агрохимию и удобрения, нефтепродукты типа битума и дистоплива в цистернах, металлы и стройматериалы под государственные и инфраструктурные проекты, контейнерные поставки товаров широкого потребления и компонентов для сборочных производств. Более того, при сохранении политических договоренностей о транзите через Азербайджан и выстраивании регулярного расписания, этот коридор может стать опорным не только для Армении, но и для экспорта на рынке Южного Кавказа с формированием длинных связок Россия, Азербайджан, Грузия, Армения, заключил собеседник. Вот такие вот, друзья, у нас новости.